Да, давайте, будет очень удобно. Созвонился с автосервисом. После 12 можно будет подъехать, чтобы посмотрели нашу машину. В Тивате автосервис. Почему мы выбрали его? Потому что он русскоговорящие люди его держат, и мы там сможем на своем языке с ними общаться. Поедешь в ветеринарку? Пешком пойду вообще-то. Мысли пешком, скажу. Ты, похоже, понял, да, куда мы? Уж спасите меня, спасите меня. Подписота, скажи. Подписота. Они здесь нашли ветеринарку. Ну вы не подумайте, с Дином все нормально, просто нам нужно сделать ему прививку от бешенства. Стандартная процедура. Бежать, бежать вперед. Смотри, зай, какой отлив произошел. Смотрите, вообще. Какая красотища. Че, зай, ты здесь еще ни разу не гулял, да? Скажи, как весело, новые места. Что можно сказать вам о ветеринарных клиниках в Будве? Во-первых, она здесь одна. И это отчасти даже плюс, потому что нам не приходится выбирать. Мы бы думали, какая лучше, куда лучше пойти. Кроме того, очень удобно, что в этой ветеринарной клинике работает женщина русскоязычная. Она русская. Вот. И она, собственно, нам и рассказала кое-какие вещи про въезд. Дину так нравится прогулка, что он уже потерял бдительность. Чувствуешь подвох? Нет, скажи, нет. Вот теперь скажи по-настоящему страшно, да? Мы потом пойдем игру и выберем. Там игрушки есть. Все? Столько истерики, скажи, из-за этого было? Дин, выбирай. Выбирай игрушку. По твою душу есть что? Ну вот, смотри, Зай. Смотри, как. Нравится? Нет. Ну вот, может, смайл хотя бы. Будешь смайлом играть? Да будет, видимо. Да. Пойдет, скажем. Так, смотрите, вот это документы по вакцинации. Всего нам вакцинация обошлась 2 евро. Неси, только сам неси ее. Хорошо? Пошли. Молодец. Ай, супер умница. Ну, в общем, все очень быстро получилось. Наверное, минут за 15 мы справились. При этом, что большую часть времени нам выписывали новый паспорт, потому что сейчас, я так понимаю, идет глобальная замена паспортов у всех, и новый паспорт уже будет с номером, внесен в базу данных. Уточнили по поводу визарана. Мы можем ехать с Дином в Белград. Без разницы, для выезда в Белград не нужны титры на бешенство. Значит, нам нужно за 2 дня прийти сюда и сделать справочку. Они сделают справочку о том, что Дин здоров, и мы можем ехать в Белград. Ну, самое главное теперь починить машину до этого времени. А то на поезде поедем. Или на автобусе. Теперь поход домой у нас превратился вот такое в непрерывное поглядывание на игрушку. Все, пошлите. Мы так 2 часа будем идти. Вот так вот домой мы идем. Обманщики, скажи. Тихо. Ой, молодец. Мы едем в автосервис. Он находится в городе Тиват, 30 километров от дома. По телефону достаточно приятные люди общаются. Сейчас посмотрим, поднимем машину, что они скажут. Правильно ли, верны ли мои догадки по поводу ступичного подшипника. Если да, посмотрим, что с запчастями. Скорее всего, запчасти придется заказывать. Да, и мы без Дина, потому что Дин после укола, он пешком шел до ветеринарки, пешком шел обратно. Во-первых, подустал немножко, а во-вторых, у него новая игрушка, он вообще никуда не хочет. Мы так собираемся уходить, говорим, что, Дин, пошли? Смотрит. Вы что, идиоты? Я здесь останусь. Смотрите, вон взлетно-посадочная полоса, аэропорт город Тиват. Большинство самолетов прилетают из России вот сюда, именно в Тиват, а не в Подгорицу. Ну, то есть сразу на побережье, но это достаточно удобно. Что, похоже? Ну, по карте едем дальше, да. Илья очень любит навигатор. Да. Про что я и говорю, что какая здесь неудобная навигация с этими Google картами. Мне даже скинули, получается, координату, но он нас привез сюда, а должен был привезти вот туда. Все, нашли автосервис.
Сейчас нам подойдут, посмотрят машину. Ира вспоминает свои тренировки на джампинге. Почти. Чего ж машинка-то хвораешь-то, а? Ну не хворай. Хочешь, я тебе протру стоп-сигнал? Полегчало? Молодец. Не знаю, зачем вытаскивал. Ага. На яму поехал. Ну да, прокатиться, послушать и, возможно, на подъемник. Хорошо, что не взяли Дина, потому что много времени мы потратили. Сейчас стоим, ждем, пока нам машину вернут. Наверное, уже не меньше часа мы здесь провели. Весь час бы он нам сейчас истерил бы. Он бы очень устал, короче. Хорошо, что мы оставили его дома. Машинка. Смотрите, какого камня. Мне кажется, свежего не было. Нифига себе, камня мы поймали какого. Охренеть. Так, ну все. Сейчас они будут искать подшипник, подходящий нам. В принципе, никаких проблем. Сказали, что у нас не все еще так критично. Можно спокойно еще ездить туда-сюда. Погуляем немножко по Тивату. Вообще Тиват — это самый молодой город Черногории, и каких-то исторических достопримечательностей здесь нет. Раньше это был просто форт, да, получается, форт военный, морской. Но теперь одна из главных его достопримечательностей — это огромная марина на 450 яхт любой длины. Интересно посмотреть, что же там за каравеллы стоят. Где самолет взлетает. Набережная, конечно, офигенная. Просто офигенная. Да. А вон уже марина. Смотрите, сначала кажется, что вот это огромный, да, корабль. Сейчас я покажу вам вот тот. Впечатляет как. Все путеводители рекомендуют попробовать вот это мороженое. Морец. В Черногории пока проблемы с мороженым, потому что все, что мы покупали здесь, было так себе. И это удивительно, учитывая их близость и культурную, и территориальную к Италии. Давайте пробовать. Это уже больше похоже на итальянское мороженое. Да. У нас в Ростове есть офигенная лавка, ее держат итальянцы, они сами делают мороженое. Вот это как раз итальянское мороженое, вот по их рецептуре. Очень вкусно. С вот таким вот шикарным видом. На яхты, которых у нас никогда не будет. Бесполезная фигня. Сидим и трескаем вкусную мороженку. Вот малинку кушаю, у тебя же шоколад есть. У меня другой шоколад. Темный такой же. Да? Смотрите, фирменные заправки для Tesla. Точнее, зарядные станции. Tesla Vehicles. В общем, здесь все по-дорогому, по-богатому. Да, это покруче, чем ходить по парковке, да? И разглядывать тачки. Офигеть. Вообще, вот на такой катамаран, я думаю, с нашим текущим заработком мы лет за 10 заработаем. Вообще обязательно надо сюда с Дином приехать и пофотографировать его в тельняшке на фоне вот этих вот яхт. Будут прикольные фотки, мне кажется. Видите, никакого старого города нет. Сразу современные здания. Сразу видно, что, видите, город дорогой получается. Куча бутиков. Продают всякие дорогие штуки. Бесполезные в основном. Эти вот, конечно, стены очень прикольные. Очень странно, что здесь нет Неспрессо. Вот прям обстановка располагает к этому. То есть все вот эти премиум бренды, да, а Неспрессо нет. Вообще не видел еще магазинов с кофе. Роликсы есть, а кофе нет.
Как мы поняли, за этим забором находится городской парк. Но что-то мы пока не можем найти, где этот забор можно перемахнуть. А вот сейчас мы идем к морскому музею, и там установлена настоящая подводная лодка. А здесь, видимо, на лошадках катаются, да? Какая громадина, а? А вот они минусы, конечно, жизни здесь вне сезона. Музей тоже не работает. Ну непонятно, либо он по каким-то дням только работает. Понедельник. Во многих же музеях выходные. Вот мы дурачье, а. Смотрите, сейчас мне написали, что ступичный подшипник будет стоить 30 евро. И замена 35 евро, поменять его смогут уже в среду. Работа займет 1,5-2 часа. Прекрасные новости, я, так рад. И всего получается 65 евро. Сколько это, да, в деньгах нормальных? Я думал, что будет все гораздо серьезнее. Все, договорились на среду на 10 утра в сервис. Ну, я, наверное, один поеду. Потому что с Дином смысла нет ждать. Далеко просто идти до центра, где можно погулять с ним. Мы просто пока дойдем, они уже отремонтируют. Более с Дином пока мы дойдем. Ну да, поэтому, наверное, с Дином мы приедем в другой раз. А я один поеду в среду с утреца и отремонтирую машину. А вот это единственное старое здание во всем Тивате. Дворец Буча. Дворец какой-то очень известной семьи в Черногории. Сохранился со средневековья в отличном состоянии. Да, их летняя резиденция. Сейчас, получается, все массовые мероприятия проходят здесь. Что-то тут вроде бы касса, а мы как-то прошли сюда. Ну да, здесь особо-то и нет ничего. Смотрите, какая жесть. Это акула, пиранья. Забыл, как вот эта рыба называется, которая надувается. А это сом. Слушайте, ну прям очень круто, а. Вот это современное искусство, а банан, прибитый к стене, это хер. Ой, смотри, какая лавочка прикольная. Не знаю. Или это тоже современное искусство? Да. В общем, все самое интересное мы посмотрели уже. Поедем домой, потому что нужно с Диночкой гулять. Все, идем к машине. И на сегодня осталось последнее дело, это купить мне мышку. Потому что у меня еще и мышка сломалась. Когда у нас была та неделя, просто поломок всего. Надеюсь, мы побороли этот тренд. Господи, какой же Google навигатор убогий просто. Нам нужно было ехать прямо и повернуть направо. Мы сделали 33 петли, потому что она вела как попало. И какой у нее мерзкий голосище, а. О-о-о. Конечно, с каким удовольствием по местным дорогам ездишь, блин. Вот. Едешь 40-50 километров, но просто кайфуешь от видов. Вообще офигительно просто. Смотрите, здесь можно оплатить русских провайдеры. МТС, Мегафон, Билайн. Ага, Мир танков можно оплатить. Прикольно. А что под сотовой связи? Просто номер. Удобно. Прикиньте, неожиданно зашли в магазин и нашли вот этих вот куриц. Они нам нужны для одного из следующих видеороликов. Просто мы забыли в России их купить. А здесь нашли. Ура! Mavic 2 Pro стоит 1650, минус 10%. Скидка. Итак, дрон стоит 1650. Если вы оплачиваете на месте, а не по кредиту, то еще 10% скидки. Получается 1485. И еще 19% можно оформить tax-free. В следующий раз мы будем умнее, я думаю, у нас получится. Получается 1202 евро, 203 евро. Это охренеть, конечно, много. Привет. А что она на пороге лежит? Ты ее ко всем игрушкам принес, что ли? А что ты ее не порвал? Что ты ее не порвал, Зай? Уже одному неинтересно играть. Одному не... Она хоть пищит еще. Она Пищит. еще даже пищит. Ты что так устал, спал? Я же говорю, спал. Кидай. Дин, не толкайся. Не толкайся. Дин.
Успокойся. Папу не любишь, да? А вот так люблю. Ой. Ну все, скажи, можно дальше ногти пилить. Выбирай новую или снеговика. Или новую. Или снеговика. Какую игру? Новую, предательскую, так что предательскую. Мы опять идем за реквизитом. У нас традиционный наш маршрут. Шар для гадалки. Вот идем его покупать. Вообще сегодня почти полночи не спал, думал про дрон. И покупка дрона, видимо, откладывается как минимум на 1 месяц. Но это хорошо, это будет повод и подумать еще как следует. И посмотреть, что там на YouTube приготовят, какие заработки в начале этого года. Кстати, можете нас поздравить, наш второй канал Doxy Family, где вы смотрите это видео, достиг минимального уровня порога по монетизации. Мы подали уже заявку на монетизацию. Спасибо вам, приятно. Так что скоро будете смотреть нас с рекламными паузами. Это был жадный смех. Смотрите, вот этот оживленный был такой ресторан. И все, закрылся до сезона, видимо. Помните, у них вот здесь вот были столики, куча народу. Помните, как я делал сундук, да? А вот смотрите, какие офигенные сундуки продаются в Чунгу. Но этот магазин был закрыт, когда мы искали сундук. Видите, есть вот такие вот, видите, плафоны. Но они не прозрачные, то есть они на стеклянный шар не очень пойдут. Но они стоят всего 3 евро. А вот этот стеклянный шар стоит 21 евро. Ну, он, конечно, поприкольнее. Посмотрите, как он через себя. Видите, как преображает действительность прикольно. Через него можно какие-то интересные кадры снять. Знаешь, что я вижу здесь? 1 миллион подписчиков до конца года. Шли сейчас и поняли, что не хватает нам накладных ногтей для гадалки. Хорошо, что они здесь продаются. Наверное, ресницы не будем покупать, у меня и так ресницы длинные. А вот ногти купим. И давай красный, наверное, лак. После вчерашнего Тивата такие нищебродские яхты вообще. Ну вот и наступил день X. Едем ремонтировать машину. Вот по привычке уже говорю едем, хотя на самом деле еду один. Кстати, непривычно видеть меня одного, да? Я взял с собой камеру, оставлю машину, а сам пойду пофотографирую, поснимаю что-нибудь на видео для стоков. Конечно, вот эта дорога через Буду уже просто стала как родная. Уже столько раз по ней проехались. Вообще вроде прошел всего месяц, но у нас уже появились какие-то свои любимые места, свои любимые маршруты. Это прикольно. Ну все, отдаем машиночку. Машинку отдал. Мне напишут по WhatsApp, когда она будет готова. Пока еще промышленные районы. Они не очень предназначены для пеших прогулок. Не, ну пешком получается идти достаточно далеко. На машине, конечно, раз, и ты уже там. А знаете, с чего я начну? С поедания этого чудесного мороженого. Я думал о нем всю ночь. И прошлую ночь тоже. Поразительно отличается, да, та часть города, где я шел до этого. И вот это по мере приближения к Порто-Монтенегро. Пока что нам так и не удалось найти нигде здесь кофе. Ну, в принципе, ничего страшного, потому что мы продолжили изыскание, выяснили, что есть Неспрессо еще в Белграде. И мы как раз собираемся ехать в Белград 5-4 даже февраля. И так что, если что, кофе мы купим там. И ну это несерьезно, да? Объявление обращают наше внимание, что кафе «Морец» не будет работать с 15 января по 1 марта. Сегодня 15 января. Позор, позор, позор. А вот часть набережной, куда мы не дошли в прошлый раз. Тут тоже, конечно, такие красотки стоят. В общем, мне опять написали с телевидения, с передачи. Видели видео с Первого канала. Для иностранцев Первый канал — это наш самый главный, самый большой телевизионный канал.
передача «Видели видео» — это передача о смешных видеороликах про детей и животных. Мы уже ездили на эту передачу в августе 2018 года. Молодец, молодец, молодец. Жди. Голос! И самое интересное, что эпизод с нами так и не вышел. В этот раз я узнал, почему он не вышел. Оказалось, что были какие-то технические проблемы со звуком. И, собственно, съездили в Москву мы тогда зря, потратили кучу времени. Они просили нас приехать 24 января. Из этой поездки нам бы пришлось торопиться, экстренно выпускать видеоролик про день рождения Дина. Но это... Спешка всегда приходит к потере качества. Ну, в общем, я им отказал, сказал, что мы можем приехать в мае, когда мы будем все равно в Москве, когда будем ехать в Санкт-Петербург, или когда будем отсюда возвращаться, потому что мы все равно поедем через Москву, нам нужно заехать к нашему офтальмологу, доктору Шилкину. Вот такая история. Смотрите, а это пограничный контроль. Если ты пришел на яхте, то вот здесь вот оформляешь свой выезд и въезд. Есть у меня такое прискорбное наблюдение, что второй раз в Тивате смотреть нечего. Посмотрите, какой красивый канализационный люк. Слушайте, я, кажется, нашел вход в городской парк, который мы не нашли в прошлый раз. Смотрите, все деревья подписаны. Парк такой вроде небольшой, но достаточно прикольный. А вы как думаете, нужно было нам ехать на телевидение в Москву или нет? Или не соглашаться ни на что меньше шоу Урганта, Джимми Киммела или Эллен Дедженерис? Сказали, что машину будут делать 1,5-2 часа, а мне идти только минут 40, наверное, отсюда до автосервиса. Поэтому скоро уже будем выдвигаться. Ну а теперь традиционная рубрика «Тем временем Дин». Пока наш папа чинит машину, звезды отдыхают. Кто такой красивый? Ай, красота! Красивый пес! Вот смотрите, какие рыбины. Вода прозрачная вообще. Слушайте, тут просто нереальное количество рыбы, просто вот. В общем, Тиват обязательно, конечно, к посещению. Интересный городок, опять же, отличается от других городов Черногории, где мы были, но получается одноразовый. То есть один раз приехал, посмотрел, второй раз здесь уже смотреть как-то особо нечего. Наконец-то я нашел гранат в доступности. Им уже не очень хорошо. Сезон гранатов закончился. Эти птички кушают. Вообще, конечно, так забавно. Местные ходят в куртках, в шубах, в пальто. Я бы, честно говоря, сейчас и кофту снял, пошел в одной майке. Илья, мы закончили. Я как раз уже на обратном пути. Видимо, я уже в таком обвесе. Очень сильно похож на туриста, потому что мне уже раз 10, наверное, предложили услуги такси. Но мне не надо. Где-то здесь стоит моя машинка. Вот она машиночка. Все, прячем камеру и едем. Так, ну все, ставим все на место. Да, разница, как слышите, огромная. И теперь и комфортнее стало ехать, и гораздо безопаснее. Все, машинка, отдыхай. Наш дом. А ты чё лаешь так? Я так по папе соскучился. Где он был так много времени? Я теперь полностью папина собака. Полностью. Минут на 10-15.